Всем привет! Меня зовут Дарья, я архитектор, но сегодня речь пойдет вообще не об архитектуре, что супер необычно для меня, а о моем первом опыте 5-дневного похода через горы к морю. Как это было? Тяжело ли мне было? Как я решилась туда пойти? И вообще, как оно там 5 дней без душа? Это мое первое видео, я очень давно мечтала записать его, поэтому я буду рада любой обратной связи. Подготовка к походу заняла у меня 1,5 месяца. За это время я посчитала примерно бюджет, пыталась тренироваться и покупала всю необходимую экипировку. По поводу того, что и где и как я заказывала, я решила снять отдельное видео, а это видео будет о том, как это было для меня. На поход я решилась в одно мгновение. Нет, на самом деле я мечтала об этом походе 8 лет. Как-то однажды утром, а к слову, все мои гениальные идеи приходят мне рано утром, я спустилась на 1-й этаж, там сидела моя мама за столом, мы завтракали. Я такая ей говорю: «Мам, я умираю, как хочу пойти в поход». На что мне моя мама такая отвечает: ты хочешь, ты иди. И скидывает мне профиль Сереги. Я захожу к нему на страницу, и у него практически там в первых постах написано «Через горы к морю». А дальше все как в тумане. Я думала, может быть, часов 5. Я поняла, что сейчас самое лучшее время, и записалась. Меня даже не смущало то, что я пойду туда одна. Я знала, что какая бы группа ни собралась, это будет самый лучший поход в моей жизни. Так оно и вышло. У нас собралась небольшая группа, нас было всего 6 человек. На мой взгляд, это самый идеальный вариант. И мы все были настолько разные, но так круто дополняли друг друга. Я решила, что у меня есть цель, и нет преград к ее исполнению. Дело в том, что моя жизнь сильно изменилась за последние полгода. Я бы даже сказала кардинально. И мне казалось, что если я пойду в такой поход, в котором не будет связи, будет лишь тишина, я, горы, то я пойму что-то о себе, чего не видела раньше. Я воспринимала это как способ услышать себя, понять, чего я хочу. И я на самом деле прислушивалась к себе, когда ты идешь по лесу, и есть лишь ты и твои физические способности, ты понимаешь что-то важное о себе. Кто ты есть, где твои границы, в чем твои возможности. В назначенный день около 6 утра мы встретились вместе в Пятигорске и отправились в путь. Около часа мы уже были на КПП. Серега оставил там машину, мы оформили пропуска, оделись и пошли. Скажу сразу, лучше так не делать. Серега потом из Дагомыса возвращался в Лаганаки за машиной, и это было крайне неудобно. Лучше всего как-то добраться до КПП, а затем на поезде, самолете или автобусе уехать из Сочи или Дагомыса. Первый день у нас был легкий поход до приюта «Инструкторская щель». Мы вышли с КПП и за пару часов очень медленно и расслабленно дошли до поляны. Мы останавливались, чтобы понаблюдать за облаками, попить воды из недр земли, заглянуть в карстовые воронки, послушать колокольчики коров, а на протяжении всего пути нас встречали красивые виды и 2 небольших перевала. Спустя примерно 12 километров мы дошли до приюта, на часах уже было около 5 вечера. Приют – это большая поляна с кучей палаток, питьевой водой из горной речки и красивые виды. Мы выбрали место получше, поставили палатку, приготовили еду, и уже стало темнеть. После мы немного посидели, познакомились, поболтали и пошли спать. Доброе утро. Мы проснулись с лучами первого солнца, погода была великолепной. Нам показался Аштен, который крайне редко выходит из облаков. Мы позавтракали и отправились в путь. Сегодня нас ждал поход в районе 6 километров в одну сторону и набором высоты примерно 750 метров. Мы решили пойти не стандартным путем, а через пещеру, где иногда видели людей. Там было очень красиво.
Мне хотелось зависнуть здесь подольше и просто помолчать в тишине столь величественных вершин и бесподобных переходов голубого цвета. Но мы отправились дальше. Если честно, в тот день мне было прям тяжело. Через каждые 5 метров мне нужно было останавливаться, переводить дух. У меня не было сил просто ноги переставлять. Я шла последней и думала: боже, почему мне так тяжело, как я дойду до конца? Но красота момента не давала мне возможности останавливаться надолго. Ответственность перед группой, а главное, перед собой, давала мне сил не останавливаться. Примерно через час я поняла, что мне становится хуже, и тогда я поняла, что вообще происходит. Мне пришлось выпить обезболивающее, попить сладкого чая, взять себя в руки и идти дальше. Я не могла сдаться в шаге от исполнения своей мечты. Я знала, что дойду до конца, чего бы мне это ни стоило. Медленно, но верно я шла и думала: обычно в такие моменты мне даже по городу ходить лень, и я передвигаюсь на такси. А тут я иду в гору, на которой мечтала подняться 8 лет. Совпадение ли это? Я подумала: почему так много сопротивления, Даша? За пару дней до похода у меня стали неметь мизинец и безымянный палец на левой руке. Но я решила не откладывать поход. Я решила, что это банальный страх и сопротивление перед исполнением моей мечты. Я размышляла: раз это происходит с тобой здесь, сейчас, значит, это для чего-то нужно. Доверяй, повторяла я себе и шла дальше, восхищаясь красотой вокруг, каждый свой шаг. А дальше нас ждал самый крутой подъем на всем пути, который вел уже к вершине. Вот там-то я и делала остановки, каждые 20 метров, но не позволяла себе останавливаться. Я знала, что должна дойти до конца. Тем временем вершина уже затягивалась облаками, что вполне себе свойственно для нее. Я шла, смотрела по сторонам и думала о том, как прекрасен этот мир, как много интересных людей, как много сильных мужчин, которые меня окружают или идут позади меня, не оставляя меня в одиночестве на моем пути переосмыслений. Это было мое первое открытие в этом походе. Когда мы дошли до вершины, то вершина была уже вся в облаках. Мы немного посидели там, перевели дух, сделали несколько фотографий и поспешили вниз, потому что мало ли что там бывает в этих облаках. На обратном пути, когда мы спустились пониже, мы решили сделать привал и свернули с дороги. Там мы нашли очередную карстовую воронку с ледником и уже воображали, как мы будем пробовать студенческое мороженое в свой первый раз. Мы добрали снег, сделали себе чай, а затем и мороженое. А когда все чуть-чуть пришли в себя и оглянулись по сторонам, мы поняли, что можем устроить себе палеонтологическую экспедицию. Мы искали всякие древности и нашли вот это. Как вы считаете, что это? Буду ждать ваши предположения в комментариях. В общем, мой второй день прошел захватывающе. Под вечер мне стало лучше, и я уже улыбалась и веселилась. Мне кажется, моя группа даже выдохнула и подумала: наконец она ожила. Я прекрасно их понимаю, ведь очень сложно идти с человеком, который не подготовился, идет дольше всех и всех останавливает. Обратно мы шли уже другой дорогой. Там были уже более мягкие пейзажи, красивые луга, звук колокольчиков от коров и идиллия. Облака плыли с такой скоростью, что можно было наблюдать это воочию. А какое восхищение зайти в облако! На обратном пути мне уже стало намного лучше. Я шла вторая после Сереги и ужасно гордилась собой, что смогла сделать это сегодня. Мы пришли в лагерь уже очень уставшие и счастливые, приготовили вкусный ужин и, устроив себе самый удобный диван из рюкзаков, решили смотреть на звезды. В сопровождении у нас играл самый подходящий для этого момента диджей Василий Дворцов с его оранжереей, погрузившись в которую мы стали высматривать падение Персеид. В тот вечер мы увидели очень красивую комету с хвостом через все небо. Увидели Starlink Илона Маска, восход Красной Луны. И очень вдохновленные решили отправиться в палатки на поиски нового, бодрого завтра. Потому что на следующее утро нам предстоял сбор палаток и изнурительный переход от инструкторской щели до приюта Фишт. Несколько перевалов и весь день захватывающей дороги с рюкзаками.
Если я скажу, что было сложно, то это, наверное, ничего не передаст. Но было сложно. Гораздо легче, чем вчерашний поход на Аштен. Еще более красивые виды. Несколько перевалов, озеро, много людей. Мы шли. Здесь я уже веселилась, танцевала и наслаждалась природой. Здесь мне уже хорошо. Я знаю, что я здесь делаю. Знаю, что дальше. Я чувствую себя свободной, счастливой. В моей голове нет мыслей больше ни о чем, кроме как о здесь и сейчас. Мне интересно лишь то, что будет за следующим перевалом, какая музыка у нас играет и какой корм я буду слизывать с руки, чтобы подкрепиться полезными микроэлементами. Это витамин С, если что. И сценка, как мама Аня заставляет всех кушать. В этом всем было очень много ситуаций, которые заставляли меня думать о доверии. О доверии Диме, который шел всегда рядом. О доверии к группе от меня и группы ко мне. Доверии самой себе. В моменты тишины и изнурительного пути тебе ничего не оставалось, кроме как сдаться ситуации, людям и просто знать, что вы заодно. Я думала о том, что я познакомилась с этими людьми 2 дня назад, но мы испытываем такое единение в этом моменте, которое поддерживает тебя в секунды тревоги или радости. Ты чувствуешь настроение других, знаешь их мысли, ты заботишься и при этом оставляешь пространство для их личного проявления. Это учит тебя слушать, слышать и, самое главное, чувствовать других людей. Хотя в самом конце пути, уже ближе к вечеру, было действительно тяжело. Путь был по-настоящему изнурительным. Последние несколько километров в лесу как будто бы лишние, и они все не заканчиваются. Ты идешь. Уже день клонится к вечеру, слышны ручьи, маленькие водопады, но лес все еще не заканчивается. На территорию приюта заходишь через мост. Идешь по такому деревянному настилу, как по ковровой дорожке, а уже отдохнувшие, чистые и мирные палатки провожают тебя взглядом, словно приветствуют тебя. С каждым твоим шагом ты все больше ощущаешь принадлежность к секте. Здравствуйте, я Даша, очень приятно, спасибо, вы походник. Возможно, это во мне играло мое воображение, но я убедилась в этом на своем опыте позже. Когда ты уже расставил палатку, сходил в душ, и, кстати, там есть душ, правда, с водой нагретой от солнца, но все же умоешься, отдохнешь, поешь, и вдруг видишь, как заходит новый изнуренный турист, ты уже провожаешь их взглядом и про себя думаешь: «Здравствуйте, добро пожаловать в секту». В общем, стоянка на Фиште представляет из себя огражденную территорию. Ночью по сетке пускается ток, чтобы сюда не заходили медведи. Вообще тут все довольно цивильно. Питьевая вода из чистого ручья, туалеты, умывальники. Отсюда можно идти на Фишт, на Аштен. Но отсюда здесь гораздо сложнее и менее красиво, на озеро Псинадах. В целом вся наша группа предпочла бы остаться здесь еще на ночь. Но по плану у нас была здесь одна ночевка и очень тяжелый следующий день. Но в тот вечер мы этого не осознавали. Следующий день все мы запомним надолго. Я лично запомню на всю жизнь. С утра мы собрали палатки, позавтракали, попрощались с местом и где-то в 10 утра выдвинулись в путь, рассчитывая пройти 18 километров и так называемый веселый спуск со сбросом высоты в 1200 метров. Это было самым дерзким, лютым, самым отчаянным решением из всех, которым я следовал на своем жизненном пути. Серега нас пугал. Он говорил: «Ребята, будет жестко, готовьтесь». Но я и подумать не могла, насколько реально жестко будет. Это самый жесткий путь за всю мою жизнь. Итак, нам предстояло преодолеть 2 перевала, а затем спуск веселый, который дался мне со слезами, болью и аллергией впоследствии. По факту получилось вовсе не 18 километров, а 21, но это уже не так важно. Виды по пути этого маршрута были действительно красивые. Большинство пути пролегало по лесу.
Но в самом начале пути, когда перед тобой изредка открываются виды на скалистые горы, у меня перехватывало дух. Я ощущала всю мощь происходящего, и мне хотелось остановиться и смотреть. Эти огромные глыбы каменных пород, которые выступают из-под земли, оголяя свои древние очертания. Я думала, боже, ведь когда-то здесь произошел этот взрыв вулкана, который создал все это. Мое сердце трепетало. Это такая мощь, которая сейчас выступила на поверхность, и земля под воздействием осадков спускается ниже, тем самым открывая эти каменные статуи. Это меня буквально завораживало. Большую часть пути я шла молча, просто потому что мне хотелось смотреть и чувствовать по максимуму ту красоту, что сменяло друг друга, пока мы проходили один перевал за другим. В какой-то момент мы дошли до ручья, у которого решили сделать привал. Нам казалось, что это середина пути. Было уже около 2 часов дня, и все туристы, которые шли с нами, останавливались здесь на ночевку. В тот момент у меня уже болели стопы, и мне хватило сил лишь сидеть молча весь период обеда. На этом ручье мы встретили очень смышленую девочку, которую звали Ева. Она, сама того не ведая, научила меня многому. Она пришла на балаганы, так называют эту стоянку, в числе самых первых, а затем спустилась к ручью, чтобы встретить свою отставшую группу. Около ручья она чувствовала себя абсолютно спокойно, прыгала через камни, тыкала пальцами в живность, которая находила на дне реки, месила воду руками, затем пила ее прямо с песком. Я наблюдала. Это единственное, на что мне хватало сил. Серега и моя группа активно беседовали с Евой, узнавали что-то о ее жизни. Она рассказывала, как она любит воду, как занимается плаванием, как ей нравится смотреть на звезды. Как же она удивилась, когда Серега рассказал ей о том, что в горах звезды лучше видно, потому что здесь нет света от города, а не потому что в горах выше уровень. Она повторяла: «Ничего себе, я этого не знала, ого!» Я изумлялась вместе с ней, переживая детскую непосредственность и способность удивляться искренне и так свободно. Она рассуждала вслух и восхищалась. «Ну как можно быть такой открытой, свободной, искренней?» — думала я. Я говорила ей мысленно: «Спасибо тебе, Ева, что открываешь мне этот мир непосредственности. Спасибо тебе за эти уроки». Когда моя группа предложила ей продолжить путь с нами, она вежливо отказалась, пояснив, что не может пойти, так как никто не узнает, что она ушла, что ее будут искать и волноваться, ведь она никого не предупредила. Так она учила меня здоровым границам. В общем, все эти встречи в походе окутаны такой особой романтикой, которую невозможно не замечать, в которую невозможно не погружаться. А мы продолжили наш путь, заходя уже в грозный и высокий лес. Моментами было бесподобно красиво. Местами мы заходили в белые облака тумана, а наш путь пролегал сквозь высокие деревья и заросли папоротника. У меня перехватывало дыхание, и моментами я чувствовала страх. Однако никак не могла понять природу своего страха и размышляла о том, боюсь ли я на самом деле, или я боюсь, потому что думаю, что должна бояться. Короче, так мы шли действительно долго. Наверное, километров 14 или 16, прежде чем спуск начал ощущаться. К тому моменту я уже было разочаровалась в веселости спуска. Я думала: ну вот, как всегда, пугали зря. Где же этот веселый спуск? До сих пор мы шли лишь вверх да по лесу. Но где-то внутри меня зарождалось сомнение. Подожди, Даша, подожди. В общем, не прошло и получаса, когда я поняла, как сильно я ошибалась, потому что начался он. Спуск. Километр за километром, все ниже и ниже. Солнце уже клонилось к горизонту, на часах уже было ближе к 6 вечера. Лес не стремился заканчиваться, а спуск все набирал обороты. Я говорила себе: еще чуть-чуть, соберись. Мои ступни к тому моменту уже затвердели в одном положении, колено ныло. Страх ночи, медведей и невозможности остаться здесь, посреди леса, мое чувство ответственности перед командой подталкивало меня сзади, но психологически я сдавалась. Мой мозг отчаянно пытался найти способы улизнуть от боли, вызвать МЧС, прекратить путь, кричать «спасите», но не находил ни одной возможности слиться с пути. Поэтому мне приходилось идти, страдать, плакать и идти. В
конце я уже просто ревела и молилась. Господи, пожалуйста, пусть лес закончится, я умоляю тебя, я больше не могу, пожалуйста. Пару часов или пару километров я провела в мольбах. Помню только, что когда я увидела просвет среди деревьев, я подумала, что это конец, и Господь услышал мои молитвы. Так я прошла еще минут 20, потом еще. Когда мы вышли к стоянке после спуска, на которой стоял стол и стулья, я дошла к ней как в тумане. В прострации я села на скамью и зарыдала. От обиды, разочарования, боли, от осознания, что уже через 15 минут будет окончательно темно, а нам еще идти по дороге 4,5 километра. Вот тут я осознала, что я просто не смогу. Просто никак. И тогда, словно из ниоткуда, там, около этой скамьи, была машина. 2 ребят ждали своих друзей, которые должны были спуститься со спуска. Тогда я подумала, что это мое спасение, и мне нужно во что бы то ни стало договориться с ними и попросить их отвезти меня до нашего приюта в Бабукауле. Так я научилась доверять ситуации снова. Все случилось самым наилучшим образом для меня. Опять. Первые минуты в машине я потеряла дар речи от счастья, что меня довезут. Потом я чувствовала вину, что меня довезут. Затем я чувствовала отчаяние и смирение. Через 10 минут дороги на машине я была в Бабукауле. Я села на скамейку рядом с деревом и сидела там очень долго. Я не могла сдвинуться ни на сантиметр. Этот вечер был тяжелым. Никто не ожидал такой сложности в дороге. У всех застыло невысказанное негодование, вопросы, злость. Но, тем не менее, я думаю, что каждый из нас во многом благодарен этому испытанию за то, что оно случилось в нашей жизни. Мне даже не хочется разбирать, почему. Просто после него ты другой. Просто ты уже не можешь быть прежним. Этот день действительно изменил меня и все мое представление о себе. Но самостоянка на Бабукауле мне очень понравилась. Будь моя воля, я бы осталась здесь на пару деньков и просто пожила здесь в одиночестве. Может быть, ходила бы на речку и наслаждалась природой. И с точки зрения архитектуры тут все так миленько. Даже зеркало есть, чтобы посмотреть на себя после веселого спуска на следующее утро в процессе чистки зубов и сказать себе: я, черт возьми, молодец. Такого я от себя не ожидал. В общем, после этого прелестного спуска мы осознали, что не можем идти пешком в Салахаул, поэтому мы наняли машину и поехали в село на ней. Так мы сели на автобус и доехали до Дагомыса. В Дагомысе нас ждало еще одно маленькое разочарование. Я назвала эту часть путешествия «Экзамен на доверие». По плану мы должны были прийти на пляж, поставить там палатку и наслаждаться еще одними сутками на море. Однако, когда мы пришли на пляж, мы поняли, что то место, которое было нам нужно, его уже нет. И палатку ставить негде, и вообще все плохо. Мы, расстроенные, сидели на берегу под палящим солнцем и думали, как быть дальше. Сперва вся группа распалась, все начали искать отели или родственников поблизости, чтобы заселиться хоть куда-нибудь, но не ставить палатку вот здесь, вот прямо на берегу, потому что это опасно и бла-бла-бла. Когда период отрицания и гнева прошел, когда все искупались в прохладном море и сходили за пивом, наступил период принятия. Мы решили не отступать от намеченного плана и поставить палатку прямо здесь, на берегу, прямо на мысленной границе с нудистским пляжем. Тем вечером мы были счастливы. Мы веселились, пили шампанское, танцевали, купались в общественном душе на городском пляже, разговаривали ночью о чем-то важном. А я получила свой последний урок. Как бы ты ни выглядела здесь сейчас, помыта ли у тебя голова, во что бы ты ни была одета, тебя определяет лишь то, что у тебя внутри, чем ты светишь, что ты излучаешь. Ты сильная, ты свободная, ты — это ты. Будь такой, какой хочешь быть, не зависит от обстоятельств. Никто на тебя не смотрит, даже если ты одет как бомж в Сочи. Даже если ты в тапках и в какой-то несуразной одежде, ты никому не интересен. На твоем пути есть лишь ты и твой внутренний рост. Излучай добро, делай добро, доверяй людям, доверяй себе. Ведь только истинно доверяя себе, можно доверять людям.